Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Существует несколько типов клиентов, которым бы я точно не стала делать процедуру. Итак, первый тип – это клиент с очень сильно потрескавшимися губами, который приходит к вам на процедуру перманента губ, а губы очень сильно обветренные, потрескавшиеся, прям такие кочки-кочки. Конечно, мы все понимаем, что эти кочки мы не сможем прокрасить, как бы мы там сильно не красили. Ну и потом, конечно, на выходе будут пробелы в этих местах. Поэтому, конечно, лучше перед процедурой предупреждать клиентов, чтобы они размягчали гигиенической помадой, либо же вазелином, либо бепантеном перед процедурой. Но если же уже клиентка пришла, и вы видите, что губки такие суховатые, то их можно размягчить, так сказать, спасти ситуацию в моменте. Вы можете использовать вот такую мазь Трифолан. Это косметический вазелин, который очень хорошо размягчает, и вы можете перед процедурой нанести прям обильно на губки, закрыть это все пленочкой и подождать минут 10. Они очень хорошо размягчатся, и вам уже будет гораздо легче уложить и прокрасить пигмент. Также, пока не забыла, очень распространенный вопрос – губы с филлерами. Когда можно делать? Вот если клиент только пришел с инъекцией, минимум должен пройти 1 месяц, и то лучше 2. Это что касается губ, потому что очень сильный будет отек именно после инъекции. Если же это ботокс где-то в лобной зоне, то должно пройти где-то 2,5 недели, пока ботокс не встанет, потому что мы знаем, как раз-таки должен пройти период, пока ботокс встает, иначе может быть какой-то перекос с вашими бровями. Ну и, конечно же, кто будет виноват? Мастер перманента, который сделал кривые брови. Почему так произойдет? Потому что именно вы были последней инстанцией, которая выполнила процедуру клиенту. Следующий тип очень распространенный – беременные клиентки. Делаете ли вы беременным клиенткам? Напишите, пожалуйста, в комментарии, потому что это такое относительное противопоказание. И признаться честно, в своей практике я тоже делала беременным. У меня была даже клиентка на 8-м месяце, которая пришла на 3 зоны, представляете? Мы ей делали весь день, она вообще спокойно пролежала, даже получше некоторых клиенток, которым все больно. То есть она просто пришла настроенная на процедуру, ну и, конечно, она пришла со справкой от врача, в которой написано, что врач ей разрешает идти на процедуру, что у нее нет никаких противопоказаний и так далее. Вообще перманентный макияж – это стресс для организма. Как мы знаем, беременные девушки очень эмоциональные, близко все к сердцу принимают, и порог чувствительности у них чуть другой, поэтому, если все-таки клиент боится боли, лучше отказаться в процедуре, чтобы, не дай бог, клиент не родил прямо у вас на кушетке. Это никому не нужно, конечно же. Ну и следующая инстанция после беременности – это грудное вскармливание. Вот девочки родили, которым вы отказали в процедуре, возможно, и они уже все начинают писать: я уже отстрелялась, готова сделать перманент, мне некогда краситься, конечно же, с ребенком, но я хочу просыпаться красивой. Я уверена, у вас тоже такое было, и у меня очень часто пишут именно такие клиенты. Я делаю перманентный макияж при грудном вскармливании спустя 6 месяцев после родов, чтобы гормональный фон стабилизировался, потому что сразу после родов и опять же в период грудного вскармливания гормональный фон пляшет и может пигмент просто не прижиться. Конечно же, будет виноват в этом мастер, а кто же еще? Вот, кстати, последний случай из практики. В нашем салоне тоже была девушка на грудном вскармливании, и она нас не послушала, сказала: мне надо и все, у меня все хорошо всегда приживается, но, как оказалось, у нее пигмент не прижился, и, конечно же, мы были в этом виноваты, поэтому имейте это в виду. Следующее очень страшное противопоказание – это эпилепсия. Почему я так пугающе говорю? Потому что действительно не хотелось бы, чтобы попался такой клиент, которому, представляете, во время процедуры у него начинается приступ, он падает на пол, у него вот эта пена изо рта. Это очень страшно. У моей коллеги недавно произошел такой случай. Во время процедуры клиентка просто свалилась на пол, разбила себе голову, пришлось вызывать скорую помощь, ей это все зашивали, рана была очень глубокая. Моя коллега в стрессе, она мне говорила: все, я ухожу из перманента, я не хочу больше этим заниматься, я там испортила жизнь клиенту, хотя на этапе подписания информированного согласия, кстати, кому интересно, подписывайтесь на мой телеграм-канал, как раз-таки туда я скидываю всякие полезные документы для перманента. И, кстати, вот эта клиентка от моей коллеги, которая тоже подписывала информированное согласие, но либо она не дочитала этот пункт, либо она просто проигнорировала, написала, что у нее нет никаких противопоказаний, ну и вот так вот все случилось. Поэтому, конечно,
перед процедурой прям по каждому пункту проходите с клиентов, чтобы не было вот таких вот неожиданных плохих сюрпризов. Ну и самый веселый и частый случай в нашей жизни — пункт неадекватность. Вот если вы видите, что клиент к вам пришел прям очень негативно настроен, как-то вас пытается вывести на эмоции, настаивает на своем. Да, конечно, я согласна, бывает просто требовательный клиент. Кстати, недавно выкладывала, да, процедуру с требовательным клиентом, мнения разделились. Кто еще не видел, очень интересно, посмотрите, перейдя по вот этой ссылочке. Там действительно требовательный клиент, она знает, чего она хочет, и я просто ее переубедила, как сделать лучше. Ну и в конечном итоге она со мной согласилась и поняла, что так действительно будет лучше. Ну и, конечно, под этим роликом я прочитала все ваши комментарии, мнения, конечно же, разделились на за и против, и кто-то писал, что все-таки надо было сделать клиентке по ее эскизу. Брови она нарисовала, напомню вам, очень плотные, темные, с такими плотными головками. Я настаивала на том, что надо сделать полегче и понатуральнее. У нас был такой некий спор, но скажу я вам, я не собираюсь там портить жизнь клиента, даже если она настаивает, что она хочет ярко и так далее. Я знаю, что будет в дальнейшем. Я как мастер всегда смотрю на перспективу, что будет с этими бровями через полгода, через год. И если я, конечно, ей там... И если я, конечно, ей нанесу вот так вот плотно, как она меня просит, спустя полгода просто будут серые, очень плотные пластилиновые брови. Это нам не нужно, я за естественность, натуральность, поэтому, конечно же, я настаивала на своем. Ну и вернемся к неадекватным клиентам. Неадекватные — это те, которые начинают как-то провоцировать, выводить нас на эмоции. Расскажу вам историю своей практики, которая случилась 8 лет назад, когда я только начинала, но я уже работала где-то 2 года, у меня был кабинет, то есть, ну, такая небольшая студия. Но в своем городе я уже была достаточно популярной, и у меня была плотная запись. Ко мне приходит клиентка, такая возрастная, и сразу понятно было, что она негативная, буквально с первой минуты, потому что, во-первых, она не поздоровалась со мной, хотя я всегда с распростертыми объятиями и руками встречаю своих клиентов. И она мне сходу сказала: ну посмотрим на вас, как вы себя проявите. Что ж вас так хвалит? Сейчас будете мне доказывать. И у меня такой осадочек был небольшой, я заканчивала уже процедуру, сказала ей: подождите, пожалуйста, 5 минут, я уже заканчиваю с клиенткой. Но у кого не бывает, да, мне кажется, у всех мастеров бывает небольшая накладочка, когда клиент опоздал перед процедурой, либо вы что-то действительно, ну, какая-то сложная кожа вам попалась. Но на что эта клиентка отреагировала буквально через 2 минуты, начала кричать на всю студию: почему вы меня задерживаете, я не готова ждать, мое время уже вышло, у меня сейчас должна быть процедура. То есть, ну вот так, это был второй звоночек. Но когда я ее все-таки посадила на кушетку и спросила: чего вы все-таки хотите, какие-то у вас есть предпочтения по форме, по цвету, на что она вот так на меня фыркнула и сказала: вы в своем уме, кто мастер здесь, я или вы? Так давайте докажите, что вы умеете. Такой непрофессиональный вопрос у вас, какие я брови хочу. Ну, в общем-то, 3-я галочка у меня поставилась после этого пунктика, и я поняла, что такого клиента я не буду брать, я не буду даже как-то уговаривать ее или настаивать на своем, потому что она уже настроила себя на негатив, она настроила себя на то, что ей не понравится. Поэтому я ей сказала, что вам все-таки нужно подумать еще раз, стоит ли вам делать брови. Я пока не готова вам делать, потому что вы не настроены на процедуру, вы негативно ко мне настроены. На что она была в шоке, сказала: я ждала полгода вашу запись, вы обязаны мне сделать. Вот, и села на диванчик. На диванчик у меня была такая небольшая вывеска пластиковая, там были такие губы и написано «By Нина Заславская». И представляете, это был для меня вообще шок. Она садится на этот диван, и вывеска просто падает ей на голову. Блин, это, конечно, было не смешно, это был шок, потому что она и так вся на негативе, вся нервная, тут еще я ей отказала в процедуре, а ей еще эта вывеска на голову падает. Это было ужасно, но я не знаю, видимо, действительно, когда излучаешь негатив, к тебе все вот это негативное и притягивается. Поэтому будьте добрее, красивых вам бровей!